привет! Если вы думаете, что этот смартфон прям точная копия Oppo A9 2020, который недавно у меня был, то вы правы. Настолько копия, что даже размеры корпуса до десятых миллиметров сходятся. Это Oppo A5 2020. И самое интересное, что несмотря на незначительное отличие от старшей модели, в цене он скинул значительно, целую $100. Почти треть. Давайте разбираться, почему так и есть ли подвох. Как уже сказала, внешне смартфон прям один в один девятка. Единственное, что его выдает, это цвета. Они более сдержанные. Есть только строгий белый и такой же черный. В остальном все знакомо. Удобное расположение кнопок, капля, изогнутое стекло сзади и мини-джек с USB-C внизу. Все чинно, благородно. Экран. Тут снова-таки повторяется история со слабой плотностью пикселей, которая на бумаге вроде бы есть, но по факту заметить ее можно только при прямом сравнении с Full HD или Quad конкурентами. Если специально таким не заниматься, то никакого дискомфорта от разрешения 1600 на 720 нет. Тут вполне нормальная IPS-панель с хорошими цветами, углами обзора, яркостью и контрастностью. А дополняет ее по-прежнему мощный стереозвук, с которым я гораздо реже тянулась за наушниками. Да и просто врубить музыку где-нибудь в компании, чтобы на фоне играла, вообще не стыдно. Уверена, многим такой звук заменит портативную колонку. А теперь еще одна порция отличий, из которых продолжает складываться та самая разница в $100 между A5 и A9. И тут вы, наверное, подумали, сейчас она бам, выдаст какой-нибудь Snapdragon 400 или, может быть, старый Mediatek. А нет, у A5 тот же самый Snap 665. Весь же удар, если его можно так громко назвать, пришелся на память. Вместо 4 на 128 имеем 3 на 64. Вот, собственно, и весь удар. Уверена, для кого-то это вообще не проблема. Слот же для карт трехместный. Когда свободных 40 с лишним гигов станет мало, добавлю спокойно microSD и все. Но вот оперативку, очевидно, не нарастить. У меня в связи с этим были пару раз подвисания и выпадение приложений из буфера. Но это когда я в авральном режиме накатывала бенчмарки, игры и вот это все. После уже в повседневном режиме использования все было хорошо. Поэтому, если у вас в фоне висит пара-тройка мессенджеров и столько же разношерстных приложений, то разницу можете и не почувствовать. 9-й робот с ColorOS держится молодцами, но для самых-самых активных юзеров иногда может не хватать. Что касается гейминга, то тема актуальна, играть можно, правда иногда нужно идти на компромиссы и понижать настройки графики, в том же PUBG, например. Зато какой бы там ни был проект, запускается, идет и в большинстве случаев радует. Такой же подход Oppo применила и к камерам. По большому счету, второй из двух урезанных сторон A5. Сам набор остался точно такой же. Квад-камера, 4 модуля, 2 из которых отвечают сугубо за определение глубины кадра и боке. Хотя, напомню, этим мог бы заниматься и один. Дальше у нас 8-мегапиксельный ширик с диафрагмой f2.25. И, наконец, основная камера на 12 мегапикселей против 48 у A9. Скажу так, без прямого сравнения я никакого проседания по фото и видео не заметила. Снимки плюс-минус на одном уровне. Единственное, что цифровой зум немного хуже, а в остальном детализация, баланс белого и динамический диапазон на уровне A9, если под микроскопом не рассматривать кропы. Это касается и фронталки, которая вместо 16 мегапикселей получила модуль на 8 с аналогичной светосилой. Я думаю, из всех характеристик, которые можно трогать в контексте удешевления, самое нежелательное – это батарея. Где-где, а тут уступать никогда не хочется, и Oppo это хорошо понимает. Как было 5000, так 5000 и осталось. Учитывая все остальное родство характеристик с A9, могу смело скопипастить его результаты теста автономности, а именно общие 10 часов и 40 минут, из которых час пришелся на игру, полчаса на запись видео Full HD и 9 с копейками часов на воспроизведение
подключения YouTube по Wi-Fi. Все при максимальной яркости 6,5-дюймового экрана, так что время шикарное. Итак, что в итоге? В вопросе выпуска младших версий Oppo действует филигранно. Она, знаете, как тот кондитер, чуть-чуть прошлась ножом по верхам, чтобы немного сладкого снять, и все, дальше ничего не кромсала. Да, для кого-то это сливки, которых будет не хватать. Более интересный цвет корпуса, больше оперативки и постоянной памяти, а также кое-где чуть лучшая камера. В этом случае стоит смотреть в сторону A9, но уверена, будут и те, для кого все это мелочи, которые реально сэкономят 100 баксов. Камеры ок, а памяти будет с головой, учитывая наличие слота для карточки на будущее. Пишите, к какому лагерю относите себя вы. Такая камера и 3 на 64 гигабайта – подходящий вариант. И как всегда, дайте знать, если видео понравилось. Лайк, подписка, колокол – все по-старому. Пока!